Всем привет! Сегодня будет необычный выпуск вот про эту организацию. Я в этой организации работаю как волонтер и подумала, что у них есть столько чудесных, классных, интересных проектов, что пришло время немного об этом рассказать. Сегодня я вам расскажу про один из проектов Flüchtlinge Willkommen Düsseldorf об украинском биратунге. Это консультация для беженцев на разные социальные вопросы. И здесь вот есть проект «Украинский биратунг», «Украиниши биратунг», где мы помогаем украинцам с различными вопросами. Вот я столкнулась с тем, что когда я говорю, что я волонтер в проекте там в Flüchtlinge Willkommen Düsseldorf, «Украиниши биратунг», мне сразу говорят: а с чем вы помогаете? И я начинаю судорожно думать, с чем. Вот. И я бы хотела здесь, чтобы ты, может быть, рассказала, с чем мы в целом помогаем. Ольга Новикова. Я координатор проекта помощи украинцам. Правильно проект называется «Региональный биратунг für Geflüchtete». Работаю я в Ферайне, в организации, которая называется Flüchtlinge Willkommen in Düsseldorf. И офис это Welcome Center, который принимает людей и помогает в разных направлениях, принимает людей с миграционным прошлым, настоящим, и помогает в разных направлениях для интеграции людей здесь, в Германии. Flüchtlinge Willkommen Düsseldorf предлагает мигрантов разнообразные проекты для интеграции. У нас есть и разнообразные шпрах-кафе для разного уровня языкового уровня. Также мы предлагаем возможность практиковать английский язык. Много есть проектов, связанных с детьми, для детей, для их досуга, развития и также интеграции здесь, в немецком обществе. И затрагивают проекты мигрантов разных групп. Как я уже сказала, это дети. У нас есть проекты для Аляни Рецерин-Демут. Это те женщины, которые одинокие мамы воспитывают детей. Проект, который координирую я, это проект помощи украинцам. Расскажи, пожалуйста, с чем приходят люди, с чем здесь вообще помогают? Мы помогаем с разными социальными вопросами. В основном люди приходят с вопросами помощи заполнения разных документов, потому что все мы знаем, что Германия — это бюрократичная страна, и в каждую организацию требуются разные формуляры, которые требуют умения их правильно заполнить для того, чтобы получить то необходимое, что нужно людям. Там, финансы, квартиру, термины куда-то, в любые какие-то бихёрды. То есть это самое основное, что мы помогаем людям. Также люди приходят с вопросами, в какие организации они могут обратиться с тем или иным вопросом, да, что им делать в той или иной ситуации, допустим, как им начинать искать квартиру, да, как им перейти с одного джоб-центра на другой, если они переезжают в другой город, как им открыть банковскую карту, как им перейти с одних социальных выплат на другие социальные выплаты, как оформить детские деньги, как записать ребенка в школу, как найти детский сад. То есть все эти вопросы мы также помогаем решать и с разными абсолютно организациями в Дюссельдорфе. У нас есть тоже кооперации с ними, то есть есть партнерство, где это чаще всего помогает нам решать эти вопросы быстрее, если бы человек решал это самостоятельно. Также очень важный момент — это помощь людям, украинцам, именно в профессиональной интеграции здесь. То есть первое, это что мы делаем, это мы оказываем помощь в признании и оценке диплома в этих процедурах «Zeugnisbewertung» и «Anerkennung» в разных направлениях, в разных профессиях. Мы даем такого общего рода консультацию по поиску работы. То есть мы можем направить человека, как искать работу, где искать работу, помочь составить первое резюме, первый bewerbung. Да, мы не job-коучи, это не наша задача основная, но тем не менее мы какие-то базовые вещи можем дать человеку и дать и оказать ему в этом помощь. Если человек не на социале, то есть вопрос не связан с социалом. Конечно, мы помогаем людям, которые не только получают социальную помощь. То есть те люди, которые не получают социальную помощь, также они сталкиваются с разного рода вопросами. Там, оформление страховки, переоформление, переход на другую страховую, как написать письмо, что я там поменял работу,
Допустим, как уведомить агенту für Arbeit, если мой контракт заканчивается, за какой период времени, как это сделать, какой формуляр заполнить. То есть есть вопросы, которые не связаны только с социальной помощью. Есть такие вид помощи, это киндергельд. Получают их не только люди, имеющие социальную помощь. То есть это предполагается помощь для всех. То есть это деньги на всех детей, поэтому также люди, уходя с социальной помощи, выходя на работу, сталкиваются с разными проблемами возврата средств, получения других видов помощи, на которые они могут претендовать, уходя с джоб-центра. То есть это тоже, конечно, мы помогаем. И со сменой статуса. Это тоже сейчас становится актуальным вопрос. Поэтому люди, которые уже хорошо интегрированы в Германии, имеют работу, они задумываются над тем, как они могут сменить параграф. И здесь тоже мы можем помочь с подачей заявки на смену параграфа, на продление и так далее. То есть эти вещи тоже мы можем делать. У нас есть такая опция, как адвокат бесплатный. То есть, когда у тебя критическая ситуация, там отказ, можешь про это тоже рассказать? Да, у нас есть такое как направление в проектах наших, это юридическая помощь. 2 раза в неделю принимают здесь юристы, но это не allgemeine, да, не общая помощь юридическая, да, то есть не со всеми вопросами люди могут к нам обратиться. Основное направление это юридическое миграционное право. То есть вопросы связаны с юридическим миграционным основанием, сменой статуса, изменением параграфа, приезжают новые члены семьи, как оформить, родился ребенок, как оформить ребенка, который родился в Германии. Ты сейчас можешь поделиться каким-то кейсом? Ну, то есть вот пришел человек конкретно с таким-то вопросом, что было сделано, что на самом деле у нас есть клиенты, которые к нам приходят постоянно. Да, то есть это клиенты, которые уже там 2 и 3 года к нам ходят. И приятно видеть у многих из них, что их ситуация с интеграцией в Германии меняется и улучшается. Кейс: девушка приехала в Германию, начала оформление документов в джоб-центр, на ребенка, и все эти параллельные вещи, которые здесь необходимо, поиск жилья, да, все, что мы могли, мы оказывали помощь. И когда как бы этот процесс закончился основной, да, она все-таки стала получать пособие, нашла квартиру, это все стабилизировалось и улучшилось, она пошла на курсы языка, интеграционный курс заканчивала и пришла уже со следующим вопросом: что мне делать со моими документами об образовании? Давайте что-то делать, что мне делать? Да, то есть мы, так как у нее была нерегламентированная профессия, и она уже это согласовала с джоб-центром, мы поставили антракт на оценку диплома Zeugnis Bewertung. Так как у нее был приватный университет, там есть свои сложности. Нужно было дослать документы об аккредитации. Мы пытались достать их через Министерство образования, через университет, и спустя там полгода она все-таки получила Zeugnis Bewertung, оценку диплома своего образования. И вот буквально недавно она пришла с радостной новостью о том, что она нашла работу, и теперь она уходит с социального пособия, и так как ей немножко недостаточно денег на оплату квартиры, ей необходимо оформить было антракт, поставить на Wohngeld. То есть прям люди целую судьбу, целую жизнь сюда приносят. Очень да, круто. Действительно приносят, и это радует, когда ты видишь результаты своей работы. Есть ли что-то, что ты хотела бы добавить еще в наш разговор? Вот что-то еще дополнить, рассказать? Я хотела бы сказать, что у нас классная команда. Я не работаю одна. Я обязательно хочу это добавить. Потому что, да, как руководитель проекта, я координирую здесь работу, провожу много консультаций. Но, тем не менее, без тех людей, которые работают со мной, волонтеры и люди, которые работают здесь как бы на других позициях, но принимают участие в Beratungen, это большая помощь в этом проекте. То есть без них мы бы не сделали это так эффективно и качественно. Меня зовут Игорь Белентий. Я являюсь бератором, консультантом Flüchtling Willkommen in Düsseldorf. Мы ведем консультации для людей, приехавших из Украины,
в результате войны. Заполняем документы для джоб-центра, социаланта, решаем проблемы Штутгарта и Дюссельдорфа и любые другие проблемы в социальных вопросах. Скажи, пожалуйста, а что тебе нравится в этой работе? Ну, мне нравится помогать людям, которые приехали жить в Германию, у которых есть определенные проблемы с языком и с пониманием устройства жизни в Германии, и мы помогаем решить их проблемы. А какие самые частые вопросы, с которыми приходят? Самые частые вопросы – продление Aufenthaltstitel, обращение с Ландеранбехерды, джоб-центр, продление бюргергельд-антрагов, проблемы Киндергельд, фамилиенкассы и для пожилых людей социалант, Grundsicherung. Меня зовут Алла Амбразяк, я приехала из Крефельда. Я искала людей, которые мне помогут отправить документы на подтверждение диплома. Никак не могла разобраться, потому что мне приходили письма, которые документы надо дополнительно прислать. Но, к сожалению, то документы с Украины надо было прислать, то еще что-то. Я никак сама не могла разобраться. Мне все по полочкам разложили, мне все рассказали, поделали. Ну, в общем, я сейчас только отправляю письмо, иду на почту, отправляю письмо. Все, дело сделано. Вопрос закрыт. Спасибо вам огромное. В общем, приходите на Beratung, у кого есть любые вопросы, связанные вообще с жизнью, потому что звучит, что это социальная история, да, жизнь, собственно, это и есть наш социал. Да, мы решаем любые вопросы, на самом деле. Вот я тут не так давно, но я вижу, насколько команда, к которой я теперь тоже отношусь, помогает людям, и Оля, наш руководитель. Вот, всегда ждем вас. В вторник, среда с 9 до 12. Да, приходите.